Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, до конца 2021 фискального года осталось меньше 10 дней. Несмотря на то, что посольства США во многих странах практически весь год не вспоминали про победителей лотереи DV 2021, сейчас некоторые из них зашевелились и приглашают десятки человек на интервью в последний момент. Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и некоторые другие страны назначают даты собеседований прямо в эти дни, и я думаю, что многие из нас успеют пройти интервью до конца месяца. Так что будьте готовы в любой момент. Перепроверьте все ваши документы, чаще обновляйте электронную почту и вашу страницу на dvprogram.state.gov. Письмо с приглашением по какой-то причине может не дойти, а страница, на которой вы проверяли результаты и узнали, что выиграли в лотерею, должна измениться, и там появятся данные о проведении интервью. В общем, несмотря на то, что шансов на то, что позовут именно вас, немного, но они все-таки есть, и нельзя это упустить. Кстати, большое количество собеседований назначено буквально на дату через 3-6 дней после получения приглашения, а это значит, что даже медосмотр, скорее всего, пройти времени не будет. Но это не проблема, и в таком случае посольство разрешает пройти медосмотр после собеседования. Главное, чтобы его результаты попали в посольство до 30 сентября. В противном случае фискальный год закончится, и процесс получения визы заморозится до начала выдачи резерва как минимум. Так что если вы получили или получите приглашение в ближайшие дни, не теряйте времени, сразу записывайтесь на медосмотр и старайтесь его пройти как можно скорее. Но все те, кто не успеет получить приглашение и пройти собеседование до 30 сентября, смогут рассчитывать только на резервирование виз. С нашего прошлого новостного выпуска изменилось немного, и мы все по-прежнему ждем 27 сентября, когда судья Мехта должен вынести решение. Правда, за эти дни пошли разговоры о том, что приоритет истцам все-таки будет. Я бы не сильно полагалась на разговоры и слухи, потому что окончательное решение за судьей, и что он решит, известно только ему. В любом случае, предлагаю не гадать, а просто дождаться решения, ведь осталась буквально неделя. И последняя новость. Несмотря на то, что пока нет даже данных о размере резерва, не говоря уже о сроках его выдачи, есть информация о том, что в любом случае зарезервированные визы начнут выдавать не ранее, чем в марте 2022 года, но скорее всего еще позже. Моррисон в своем твиттере пишет, что любые зарезервированные визы не могут быть выданы до тех пор, пока не будут завершены все назначенные на эту тему брифинги, после которых судья и вынесет окончательное решение. Наши адвокаты предложили график, где завершающий брифинг должен пройти 25 февраля, в то время как государственные ответчики хотят растянуть это дело как минимум до марта или даже до мая. Окончательное решение, конечно же, будет принимать судья, так что ждем 27 сентября и надеемся, что Мехта будет на нашей стороне. И, кстати, новостей по DV 2020, к сожалению, пока что нет, но как только они появятся, мы обязательно сообщим. А на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.